Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Как у вас дела? Вас эта осенняя хандра не накрыла? Вот меня, надо признаться, накрыло. Световой день стал короче, световых дней в целом стало меньше, в Питере уж тем более, и найти на что бы то ни было сил, непросто. Вы могли это заметить, потому что последний ролик на канале был недели 3 назад, не считая хайлайтов, они как бы вне формата. Я вот в прошлую пятницу сел писать сценарий, написал: «Салют, друзья, кажется, мне нужно отдохнуть». Закрыл ноутбук и отдыхал все выходные. Но пора собраться. Тем более, что 23-24 октября в Питере пройдет фестиваль Рекон, где запланирован, пожалуй, крупнейший в этом году турнир по ЕСБ. Фестиваль этот не новый, один из его организаторов так честно и ответил на вопрос, какой это будет по счету Рекон, бес его знает. Но другой организатор, который умеет читать больше, чем до 4, вспомнил, что это будет уже 5-й Рекон. За это время было достаточно много интересных боев и эпизодов, которые мы не раз на канале еще наверняка вспомним. Но сегодня давайте поговорим про абсолютно выдающийся бой, который открыл доселе невиданные пределы выносливости и воли бойцов, который обнажил некоторые проблемы регламента и после которого стало очевидно, что необходимо вводить ограничения боя целиком. Таким образом, я убью сразу двух зайцев: и про Рекон вам напомню, и расскажу про тех, кому было реально тяжело, и перестану себя жалеть. Проблема с тем, что в российском чемпионате существует большой разрыв между топовыми командами и всеми остальными, образовалась не вчера. И чтобы это как-то исправить, в какой-то момент было принято решение создать первую лигу, а топов туда не пускать. Но чтобы топы не заскучали в своем тесном комьюнити, им нужно было предложить что-то новое и интересное. И предложение это назвали матч. От обычного формата он отличался тем, что бой велся не до 2 побед в раундах, а до 5. И количество запасных было увеличено с 3 до 7, то есть общая численность команды 12 человек. В остальном все как обычно. Первый матч состоялся между старыми друзьями и Боярдом в 2017 году на том же Реконе. Это был выставочный бой, не турнир, так сказать, презентация формата. И прошло все достаточно классно. Старые друзья уверенно победили, 5-0, Боярд не взял ни одного раунда. Мне даже удалось бросить Ивана Васильева подхватом под одну ногу, чем я очень сильно гордился, потому как считаю Ивана одним из лучших борцов в ЕСБ. Две топовые команды показали яркое, динамичное зрелище. Всем очень понравилось, и было принято решение в следующем году, на следующем Реконе, провести полноценный турнир в таком формате. В нем приняли участие старые друзья, Боярд, Западная башня и Медвежий 5. Разнообразие – девиз российского чемпионата. Победителем стали старые друзья, одержав 2 победы. Медвежий 5 и Западная башня выиграли по одному бою, а Боярд не выиграл ни одного. Но я вспоминаю этот день не как день триумфа старых друзей, а день, когда произошел самый длинный бой в истории ЕСБ. Общее время боя 50 минут, чистое время боя 28 минут, 10 раундов, из которых только 2 закончились в ничью, остальные результативные, 74 фрага на 2 команды. Таков был первый бой в этот день. Западная башня и Медвежий 5 открывали этот турнир. И с первого же раунда стало понятно, это рискует затянуться, потому как он закончился по времени в ничью. А дальше началась чехарда. То одна команда побеждает, то другая. И до самого конца команды шли очень ровно. При этом в большинстве случаев победы одерживались с минимальным преимуществом. 10-й раунд стал финальным. Артем Саванович и Айдар Кадыров по прозвищу Морган со стороны Западной башни остались против Виталия Грызлова из Медвежьей 5. Виталий бой продолжать уже не мог, но Артем и Айдар не стали его добивать. Бой закончился рукопожатием 3 очень уставших, но уважающих друг друга мужчин. Бой закончился со счетом 5-3 в пользу Западной башни. Стоит ли смотреть этот бой? Ссылку я оставлю в описании. С одной стороны, может показаться, что это очень долгое противостояние 2 топовых команд. Наверняка бой сильно затянут, очень много весения на бортах и разменов. Но это не до конца справедливо. По времени закончилось только 2 раунда. Первый и 9 их можете промотать. А вот оставшиеся 8 в среднем длились 2-2,5 минуты, что для команд высокого уровня очень бодрая динамика. Пожалуй, вы никогда не видели таких изнуренных бойцов, которые сражаются из последних сил. Виталий Грызлов говорит, что тяжело было первые 3-4 раунда, а дальше все стало одинаково. Я в таких затяжных боях не участвовал, но я был на сборах сборной, где сходы идут один за одним, и могу представить, о чем он говорит. Сначала тяжело, а потом ты просто смиряешься с происходящим и делаешь все, чтобы это закончилось быстрее. Выходишь и дерешься. Артем Саванович признался, что он разоблачался по ходу боя. После 4-го раунда он снял черепаху, скрытую пластиковую защиту спины. После 8-го паховую раковину. Говорит, что мешало дышать. А после 9-го срезал воротник гамбизона, потому что он его душил. Было по-настоящему тяжело, и ни одна из команд на самом деле не была готова к такому испытанию. В первую очередь по запасным. У Медвежьей 5 он был один. Это и в обычном-то бою спорное решение. Что уж говорить про матч, который теоретически может затянуться на вечность. У Западной башни возможность ротировать бойцов была больше. Я насчитал 4 запасных. Но и этого недостаточно для 10 раундов.
Одним из этих запасных был Слава Леваков. Так что, если вы когда-нибудь задумывались, как мог бы выглядеть профбой между чемпионом легкого веса Славой Леваковым и чемпионом тяжелого веса Виталием Грызловым, то, посмотрев этот бой, можно попробовать представить. Западная башня в некоторых раундах выпускала Левакова на позицию третьего номера, где он отлично противостоял Грызлову, при том, что килограмм на 20 минимум легче его. Перефехтовал Слава Виталика точно. Когда бой закончился, было ощущение, что нет победителей и побежденных. Были выжившие. Люди, которые прошли вместе через что-то очень личное, травмирующее. Мы прошли через это и больше не будем прежними, сказал мне Виталий Грызлов, когда я попросил его кратко описать этот бой. А что сказал Артем Саванович? После почти часового первого боя была довольно короткая встреча старых друзей Боярда, где первые одержали безоговорочную победу в 5 раундах. Потом старые друзья встретили опустошенную Западную башню и победили, уступив только 1 раунд. А Медвежий опять победила Боярд. Так закончился первый и пока единственный турнир в формате матча, оставив больше вопросов, чем ответов. Одно стало очевидно сразу. Не только раунд, но и бой требует ограничения по времени. И теперь на всех мероприятиях HMBA действует лимит 10 минут на бой. А для тех, кто досмотрел до конца, пару моих мыслей о подобном формате. Когда матчи анонсировали в 2017 году, я был в восторге. Мне казалось, что это именно то, что нужно спорту для развития. Давайте поясню. Классический стандартный турнир, где много команд в течение одного дня сражаются друг с другом, это хороший способ выяснить, кто сильнее. Но далеко не лучше, чтобы презентовать спорт зрителю, чтобы увлечь его и заинтересовать его. За 8-10 часов такого турнира интерес наблюдателя иссякает, и мероприятие превращается для него в калейдоскоп малоотличимых друг от друга команд, которых он и по названию не запомнил. Не зря, наверное, самые популярные виды спорта – игровые. Там встреча длится 1,5-2 часа с перерывами на антракт. Есть всего 2 противоборствующих участника, за которыми ты только следишь, не отвлекаясь. И если ты досидел до конца, то хочешь не хочешь, к концу ты эмоционально привязываешься к какой-то команде. В противовес к обычным турнирам, где, интересно, тебе команда выходит раз в час и в среднем минут на 5. Понимаете, о чем я говорю? Сжатое, концентрированное зрелище. Вот что нужно. К сожалению, описанный сегодня бой очень сильно испугал организаторов. Вместо решения проблемы они увидели новую и решили сохранить статус-кво. А я считаю, что матчи опередили свое время, что стоит переосмыслить этот формат, допилить правила, хотя бы только для того, чтобы бойцам после пережитого не требовался психолог. И попробовать заново. Чтобы встреча 2 команд на круг занимала час-полтора яркого действия. Чтобы зритель уходил после мероприятия с чувством легкого голода, а не с чувством пресыщения и усталости. Чтобы чемпионат России перестал быть серией одинаковых турниров. Видел один такой турнир, видел все. А стал чем-то вроде регулярного чемпионата по футболу, когда команды встречаются друг с другом 1-2 раза в сезоне, и каждая встреча – это событие. Что скажете? Друзья, анализируя статистику по своему каналу, видя динамику на других каналах, посвященных ИСБ, и сравнивая с другими видами спорта, я расстраиваюсь. Потому что первое, что приходит в голову, с чем сравнивать, это другие популярные виды спорта. Бокс, ММА, футбол, хоккей. Тут мы, конечно, проигрываем. Но недавно я вспомнил старую истину. Если не можешь кого-то победить, возможно, ты неправильно ищешь соперника. Поэтому давайте искать кого-то в нашей весовой категории. Вот, к примеру, есть такой спорт – лакросс. Есть лига НЛЛ, Национальная лига лакросса. В нее входит 15 команд, она действует на территории 2 стран – Канады и США. Они собирают стадионы, а в той же самой Канаде лакросс считается национальным летним видом спорта. По версии Википедии. У них есть доспехи, палки, даже есть драки. Давайте глянем их канал. 20 тысяч подписчиков. Полную запись игры между Ванкувером и Сан-Диего посмотрели 544 раза за 2 недели. И вот это уже похоже на страшную подружку, на фоне которой мы можем выстрелить. Я объявляю войну лакроссу. Пашка, ты вписываешься? Да. Мы объявляем войну лакроссу. И чтобы поддержать наш крестовый поход «Не вставай с дивана», подпишись на канал. Нам нужно всего 17 тысяч подписчиков, чтобы официально заявить, что канал про ЕСБ популярнее главного канала по лакроссу. Подпишись сам, заставь подписаться друзей, родственников, просто прохожих на улице. Позвони бывшей, пускай она тоже подпишется. Мы верим в тебя. Не для себя прошу, для ЕСБ. ЕСБ этого заслуживает.